Я не знаю, что мне делать. Может, вы посоветуете? Меня зовут Женька. В этом доме я уже примерно полгода. Обычная панельная девятиэтажка. Всего 4 подъезда. Дом сверху выглядит как буква «Г». В верхней полке буквы четвертый подъезд, в котором я и живу. Живу я один, так уж сложилось. Я люблю выходить поздним вечером к подъезду. Курить я бросил, а привычка осталась. В углу дома была большая кладовая. Это должна была быть комната одной из квартир, как на всех других этажах. Но в ней сделали мусоросборник и кладовку для всяких вещей, необходимых для уборки подъездов и прилегающих территорий. Возле двери в кладовку была аккуратно прорезана квадратная дырка, в которую постоянно лазили кошки, видимо за мышами или объедками. Возле этой дырки я и познакомился с одним котом, черным как уголь. Он жалобно мяукал, просил всем своим видом, чтобы я запустил его погреться в подъезд. На улице была зима, минус 15. Я его пожалел и открыл дверь. Потом жильцы жаловались, что кошки гадят в подъезде. Незаметно прошла зима. Все это время я подкармливал уголька. Так для себя я назвал кота. Мы с ним сильно сдружились. И вот наступил май. На улице тепло. Люди долго гуляют. В тот поздний вечер я, как обычно, стоял у подъезда. У моих ног терся уголек. Я заметил, что другие коты и кошки его обходят стороной, по каким-то своим мотивам. Вот он и встречал меня всегда радостным мяуканьем у подъезда. От третьего подъезда послышались шаги. Здоровый парень, слегка покачиваясь, шел в мою сторону. «Эй, мужик, угостись и...» Он оборвался на полуслове. Лицо его внезапно изменилось. Видно было, что он чего-то страшно испугался. Как будто привидение увидел. «Ты это... извини, брат!» Поспешно залепетал он и быстрой походкой скрылся за углом. «Чего это он так испугался, уголек? Не знаешь?» Кот только замурлыкал и потерся о ноги. «Странно», — подумал я, — «неужели я такой страшный?» Придя домой, я первым делом посмотрел в зеркало. На меня смотрел молодой мужчина лет 35. Одет нормально, слегка не брит, не страшный и не ужасный. Что так перепугался? Уголек? Обычный черный кот. Может, освещение у подъезда роль сыграло? Не знаю, но как-то все это странно. Теперь по вечерам я стал обращать внимание, как проходящие люди стараются не смотреть в нашу сторону, в мою и уголька. Хотя жильцы моего подъезда спокойно проходили и здоровались, независимо от времени суток. Есть у меня одна плохая привычка. Я могу мысленно пожелать неприятностей человеку, который мне не нравится, или не нравятся его поступки. Но и не экстрасенс какой-то или колдун. А с недавнего времени что-то все мои негативные пожелания стали исполняться. Вот пьяный мужик посреди двора пиво хлестал. «Чтоб ты подавился», – мысленно подумал я. Он тут же закашлялся и его вырвало. А недавно один дурак у соседнего подъезда в 2 часа ночи песни орать стал. «Чтоб ты охрип», – мысленно пожелал я ему. И что вы думаете? Сразу стало тихо. И всегда рядом со мной был уголек. Может быть, у кота особый дар читать чужие мысли и исполнять их? Например, мои пожелания. Знак особой дружбы, так сказать. Тем летним вечером я вышел на улицу. Уголька не было видно. Внезапно из дыры в кладовой послышалось слабое мяуканье, и оттуда показалась мордочка кота. Он вылез с большим трудом и пополз ко мне. «Уголек, что с тобой?» Я наклонился и взял его на руки. Кот жалобно мяукнул, посмотрел мне в глаза. Он как бы что-то хотел сказать. Я не мог отвести взгляда. По спине пробежал странный холодок. Потом тело кота обмякло, и он затих. Уголька я похоронил на пустыре за домом. Ночью мне снились кошмары. Страшные монстры гнались за мной на пустыре. Внезапно раздалось мяуканье. «Не бойся,
Я теперь всегда смогу быть с тобой, где бы ты ни был. Я увидел уголька перед собой и оглянулся. Страшные монстры валялись с оторванными головами. Я проснулся в холодном поту. Пошел на кухню, попил холодной воды. Надо выйти проветриться. Я вышел на улицу. Половина второго. Смех, пьяный гогот. Компания из 3 парней веселится на детской площадке. Орет музыка. 2 парней стали в шутку показывать удары ногами. «А так сможешь?» – орет один из них. Хрясь, сломана детская скамейка. «Да без проблем!» – кричит второй. Хрясь, еще одна сломана. Третий пошел еще дальше. Стал крушить все подряд, показывая, какой он крутой. «Да что ж вы делаете, гады? Там же дети играют!» «Чтоб вы ноги себе переломали!» – в гневе подумал я и ушел домой. Утром я вынес мусор в контейнер. Уборщицы дома гневно обсуждали результаты ночного погрома на детской площадке. Возле контейнера с мусором стоял мусоровоз. Он не смог подъехать к ним близко из-за Тойоты, которая стояла возле них. Водитель мусоровоза периодически стучал кулаком по крыше Тойоты, пытаясь вызвать срабатывание сигнализации. Но она почему-то молчала. «Ты бы еще головой постучал», – подумал я и зашел в свой подъезд. Вечером я вышел на улицу. Из-за угла дома вышел мужчина. Это был сосед из моего подъезда. «Привет, Сергей». «Привет, Женька. Слыхал, что у нас в доме творится?» – спросил он меня. «Нет, а что такое?» «Да вчера 3 пьяных отморозка разломали детскую площадку. Жильцы дома видели, кто это сделал. А ночью кто-то привез травматологию с переломанными ногами. Их так переломали, что инвалидами будут всю жизнь. А кто это сделал, неизвестно». Я побледнел. «А ты откуда знаешь?» «Что, страшно?» – заметил мое состояние Сергей. «У меня там сестра работает. 3 мужика в масках от коронавируса их занесли, молча посадили и ушли. Парни были без сознания, перегаром за версту несло. Вряд ли они вспомнят, что произошло. Это еще ничего. Сегодня утром водитель мусоровоза у нас во дворе головой бил по Тойоте. Весь в крови, просто жуть. Его никто не мог оттащить от машины. Он бил головой, пока не вышел хозяин Тойоты. Оказывается, в машине какие-то проблемы с сигнализацией были». «И что дальше?» – с замиранием сердца спросил я. «Да вызвали скорую. Она и увезла припадочного. Мистика какая-то. Ладно, я пошел спать». Сергей зашел в подъезд. Через пару минут зашел и я. «Что же это получается? Теперь все негативные мысли мои будут исполняться. Даже если я сгоряча о чем-то подумаю нехорошем, выходит, уголек передал мне свои способности каким-то образом. Но тогда мне вообще нельзя выходить на улицу. Я стал опасным для людей, и меня нужно изолировать от общества. Ведь по сути, водитель мусоровоза не делал ничего плохого, пока я мысленно не предложил другой вариант действия. Не то, что те другие на детской площадке. Через несколько дней заканчивается мой отпуск. А завтра мне нужно идти сдавать на права. И там люди. Со своими поступками, словами, эмоциями. Кто знает, как отреагирует мой мозг на какие-то действия. Я не знаю, что мне делать. Может, вы посоветуете? Так кто же так настойчиво звонит в дверь в 2 часа ночи, чтоб вы провалились?» Ну вот, опять не сдержался. Я подошел к двери и открыл ее. На площадке стояло 3 крепких парней. «Пришло время серьезно поговорить», — сказал один из них. «Пустишь?» «Заходите», — с обреченным видом ответил я.